Добрый день, друзья! Компания Hisense – это, пожалуй, единственный производитель, кроме самой Yota Technologies, который продолжает развивать концепцию йотафона. И передо мной сейчас находится самый современный представитель этой концепции в исполнении Hisense, модель A6. Те, кто следят за новостями, в курсе, что Hisense начали официальные продажи своих смартфонов в России. И Россия – это первый рынок, где продается A6, кроме самого Китая. До этого он продавался только в Китае, его можно было купить на AliExpress с прошивкой на китайском и английском языке. Я купил его буквально вот вчера утром в HitBuy за 32 тысячи рублей. Ну что же, давайте смотреть. Начну я с комплектации. Продается смартфон вот в такой вот коробочке. Надписи на русском языке, как видите. Потому что смартфон официальный, он на гарантии. Hisense дает годовую гарантию на него. Смартфон посмотрим чуть позже. Пока положу сюда. Здесь у нас в коробочке бумажки. Скрепочка. Инструкция. Русский язык присутствует. Здесь, по всей видимости, мог бы быть бампер, но его нет. Дело в том, что коробку вскрыли при мне, пленку сняли, поэтому потеряться он нигде не мог, его просто не было. Так, кабель у нас Type-C. Наушнички. Тоже Type-C. И еврозарядка. Hisense 1,5 ампера написано. Поскольку сам аппарат поддерживает технологию Quick Charge 3.0, то можно предположить, что данная зарядочка является быстрой зарядкой. Но это мы проверим чуть позже. Смотрим сам смартфон. Упакован вот таким вот образом. Внешняя защитная пленка, плюс внутри находится еще одна вот такая вот цветная пленочка, на которой изображены характеристики. Ну что сказать, красивый смартфон. Что у нас по размерам? Высота у нас 158,2, ширина 75,7 и толщина 8,35 мм. Сравнение размеров с йотафоном 3 и йотафоном 2. Как видите, Hisense A6 он будет побольше, чем йотафон 3, по ширине практически такой же. Ну, йотафон 2, понятно, компактнее. Давайте проведем беглый внешний осмотр. На передней стороне у нас AMOLED экран с разрешением 2160 на 1080, диагональ практически 6 дюймов, 5,99. На задней стороне у нас экран E-Ink, разрешение его 1440 на 720, диагональ экрана 5,6 дюйма. Оба экрана имеют соотношение сторон 2 к 1. Так, смотрим боковые стороны. На правой стороне качелька громкости и кнопка питания, она же сканер отпечатка пальца. По левой стороне у нас лоток для сим-карты и вот эта вот маленькая кнопочка, она нужна для активации заднего экрана. Далее сверху микрофон шумоподавления, ИК-порт и снизу USB Type-C, микрофон, видимо, и решетка динамика. Сейчас смотрим лоток, ставим сим-карту. Лоток комбинированный, либо 2 нано-сим-карты, либо нано-сим-карта и карта памяти SD. Micro-SD. Снаружи мы все посмотрели, теперь я его включу, посмотрим внутри. Так, смартфон включился. За кадром я успел установить некоторые приложения. Картинка, как видите, очень хорошая, красивая. По углам обзора вопросов не возникает. Все видно хорошо, с очень и очень больших углов. Что касается системы, то здесь практически голый Android с самыми минимальными вмешательствами производителя. Версия Android у нас 9. Это очень хорошо, потому что 9 красивая, плавная и очень отзывчивая. Наверное, это первая версия Android, поверх которой я не хочу установить сторонний лаунчер. Давайте посмотрим настройки. Здесь все более-менее стандартно, за исключением небольшого количества пунктов, относящихся к настройке заднего экрана, но это мы посмотрим чуть позже. Так, давайте посмотрим доступные языки, поскольку это прошивка первая за пределами Китая. Интересно будет посмотреть, какие языки в нее добавили. Так, тут у нас болгарский, немецкий, английский, испанский, французский, итальянский, голландский, португальский, романский, румынский, то есть греческий, арабский, фарси, индийский, хинди и китайский язык.
вполне может быть, что эта прошивка пойдет куда-то еще на другие рынки. Далее посмотрим сканер отпечатка пальца. Он расположен, как я уже говорил, в кнопке питания, вот здесь вот справа. Работает он не так четко, как хотелось бы, и разблокирует только передний экран. То есть, что я имею в виду? У предыдущей модели Hisense A2 Pro можно было задать отпечатки пальцев для разблокировки каждого экрана отдельно. Здесь такой функции нет. Здесь задний экран разблокируется отдельной кнопочкой. Это я вам покажу позже. Теперь, что касается самого сканера, по поводу его четкости. Сейчас я попробую добавить отпечаток, и вы посмотрите, что я имею в виду, когда говорю, что здесь не очень все хорошо. Вот, смотрите, я касаюсь сканера, и телефон пишет, не удалось распознать отпечаток. Опять не удалось. И вот так вот, чтобы ввести один палец, нужно тыкать сюда огромное количество раз. Видите, опять не удалось распознать отпечаток. Опять не удалось распознать. Вот так же, как ему не удается распознать его при вводе отпечатка, также он и не распознает при разблокировке. Частенько. Ну, я думаю, все это допилят со временем в ходе будущих обновлений. Что же, давайте посмотрим, что тут по Google для наших китайских зрителей, которые очень хотят и жаждут получить эту прошивку. Как видите, ребята, здесь полный набор Google на борту. Маркет работает. Все нормально открывается, устанавливается, так что ждите, пока кто-нибудь сольет вам эту прошивку и выложит на XDA. Далее аппаратная часть, процессор Snapdragon 660, графика Adreno 512, оперативная память составляет 6 ГБ, встроенная память 64 ГБ, батарея в аппарате на 3300 мАч. Но по поводу автономности я несколько слов скажу позже, когда будем смотреть задний экран. В AnTuTu у меня получилось выжать из этого аппарата почти 140 тысяч баллов. Мультитач отрабатывает. Всего лишь 5 одновременных касаний, что для меня весьма удивительно. Дальше по традиции посмотрим асфальт. Асфальт работает замечательно, никаких тормозов я не вижу. Все летает просто. Танки тоже работают без каких-либо видимых проблем. Попробуем провести GPS-тест, так сказать, не выходя из дома. Посмотрим, что у нас получится. Предоставляем разрешение. Прямо не выходя из дома он ловит от 5 до 8 спутников, в поле зрения 33, здесь у нас и Beidou, и GPS, и GLONASS. Так что я думаю, на улице и в вашем автомобиле все будет вполне нормально. Ну вот, пришло время камеры. Основная камера здесь на 12 мегапикселей, фронтальная на 16. Давайте посмотрим настроечки. Размер изображения отдается в мегапикселях без конкретного разрешения. Я так понимаю, что все эти варианты в соотношении сторон 4:3. Максимальное разрешение видео Full HD 1920 на 1080. В целом можно сказать, что эта камера довольно-таки неплохая, особенно если сравнивать с Yota 3 Plus. Далее смотрим примеры фото и видео. Пример съемки Full HD видео. Разрешение 1920 на 1080. Дорогие друзья, экспресс-обзор передней стороны этого телефона подошел к концу, и мы подходим к самому интересному и самому вкусному, это к обзору заднего экрана. То, что мы видим на экране сейчас, это лок-скрин или экран блокировки. Это то, что на экране всегда, когда вы им не пользуетесь. Из полезной информации здесь только часы и дата, и можно настроить, поменять обои. Чтобы разблокировать экран, нужно нажать вот на эту кнопочку, вот на вот эту вот. И далее ввести графический ключ, либо поступить следующим образом.
добавить дополнительный палец сканер отпечатка, и тогда можно будет, нажав кнопку, приложить палец, экран разблокируется. И мы сразу попадаем в Android, в тот же самый, который на передней стороне, только на E-Ink. То есть это так называемый режим зеркалирования. Для тех, кто знаком с Yotaphone 2, это будет понятно. И режим зеркалирования — это единственный режим, в котором можно использовать задний экран. Здесь нету привычных по Yotaphone, по предыдущим моделям Hisense виджетов, так называемых панелей виджетов, на которых в реальном времени представлена вся информация, которая вам необходима. Часы, уведомления, календарь, погода и так далее. Здесь этого нет. Здесь по умолчанию вы видите только локскрин с часиками. Так, я сейчас переверну телефон и посмотрим с передней стороны те настройки, которые есть для заднего экрана. Вот опять датчик у меня подглючивает. Их здесь не так уж и много. Фактически здесь есть только одна настройка. В разделе экрана можно поменять обои на E-Ink. Выбрать какие-то из доступной галереи, либо загрузить свой рисунок. Давайте поставлю вот такой цветочек для начала. Окей. Вот он у нас цветочек. Также обои можно поменять, если включить настройку рабочего стола. Здесь тоже тот же самый пункт настройки E-Ink. Выберем вот такие вот обои. Окей. Вот у меня вместо цветочка уже появилась луна. Почему китайцы не сделали панели с виджетами в этой прошивке, я не знаю. Может быть, они просто не успели. Может быть, еще какие-то причины. Но в китайской версии, которая продается на Алиэкспрессе, виджеты есть, панели есть. Сейчас будет картинка. Не исключено, что они доделают это в следующих версиях прошивки. Но пока можно сказать, что есть вот такой вот минус. Далее. Как вы видите, для удобства использования в стоковом лаунчере с задней стороны обои не отображаются. Просто белый фон. Но если вы используете другой лаунчер, например, Apex, или какой-нибудь иной лаунчер, вы будете видеть сзади те же обои, что и впереди, и это весьма затрудняет навигацию и использование Android с задней стороны. Поэтому лучше всего оставить стоковый лаунчер, тем более, что Android версии 9 очень и очень приятный, плавный и красивый, и менять его на что-то другое у меня лично желания не возникает. Далее, при использовании заднего экрана, вот этого режима зеркалирования, в настройках появляется один очень интересный пункт – подсветка заднего экрана. Сейчас она у меня выключена, вот здесь она включается и регулируется ее яркость, за что, по моему мнению, этому телефону можно простить абсолютно все. Сейчас я вам покажу, как это работает. Вот яркость максимальная, вы видите, экран загорелся. Вот мы находимся в темноте, сейчас я вам покажу, насколько ярко это может быть. Это максимальная яркость. Можно довести до комфортного уровня, выбрать так, как вам будет удобнее. Как видите, использование E-Ink с подсветкой делает его практически полным заменителем переднего экрана для тех, кто по каким-то причинам не любит использовать передний экран. Ну, давайте посмотрим, как это будет в читалке. Как вы можете видеть, видимость просто прекрасная, все видно просто шикарно и отлично. Читать можно ночью, как днем, все видно очень хорошо. И вот последняя настройка, которая есть в этом телефоне для заднего экрана. Сейчас я вам покажу. Последняя из трех. Первая — это обои, вторая — это подсветка, и третья настройка — это плавный режим для каждого конкретного приложения. Можно его выставить, можно не выставлять. Если мы выключаем плавный режим, получается более четкая картинка, но при смене картинки остаются какие-то артефакты, и обновление происходит более медленно. В плавном режиме картинка чуть более размыта, но зато скорость обновления картинки здесь намного больше. Давайте на этом я закончу с этим. Будем смотреть дальше разные приложения. Давайте посмотрим, как работают на этом экране разные приложения. Начнем с читалки. Мы ее уже смотрели в темноте. Это FB Reader, та самая читалка, моя любимая читалка. Как вы можете видеть, картинка очень качественная, листается все очень быстро и хорошо. Здесь вот, правда, при включении вот этой менюшки в настройках на темном фоне наблюдаются некоторые артефакты, такие вот остаточные изображения. Но это происходит только здесь, если говорить о читалке, и в принципе не мешает особо пользоваться. Можно сделать фон темный, можно светлый. И размер букв шрифта увеличить. Можно его очень и очень сильно подобрать для себя комфортный размер. А теперь, что касается расхода аккумулятора на чтение. Я вчера специально читал целый час, чтобы замерить расход.
Я делал это в темноте с подсветкой, и за час у меня заряд батареи уменьшился на 5%. И так я повторяю, это было с подсветкой. Соответственно, без подсветки, если вы будете читать днем, процент расхода будет меньше. Я думаю, 2%, наверное, может быть 3%, но не было возможности проверить это. Дальше посмотрим, как выглядит у нас на этом экране Яндекс.Навигатор. Вот, как видите, картинка вполне читаема. Я ездил сегодня, используя Ink в Яндекс.Навигаторе, и я вам скажу, что никаких проблем с видимостью не возникает. Как видите, все в градациях серого, но вся графика абсолютно читаема. Так, немного о расходе. Сегодня я ехал, используя Яндекс.Навигатор на E-Ink с подсветкой, и за полчаса заряд батареи у меня упал на 6%. Соответственно, если не использовать подсветку, расход будет меньше. Я думаю, что по аналогии с предыдущими моделями с Йотафоном 3 где-то 10% в час будет при использовании Яндекс.Навигатора без подсветки. Прошу обратить внимание на то, как плавно меняется картинка, никаких артефактов. Только единственное, здесь вот на таком вот сером фоне, озере, есть какие-то остаточные явления, видите, да? Но это только на темном, и на основной карте ничего подобного вообще нет. Ну, дальше давайте посмотрим, как у нас на этом экране выглядит интернет. Давайте сюда введем какой-нибудь сайт. Получается вот такая вот картинка. Как видите, текст видно просто идеально. С изображениями не все так гладко, но тем не менее все тоже видно. Вот. На белом фоне этого не видно, но там, где картинки у нас, там видно, что есть небольшие остаточные явления при перерисовке изображения на Ink. Видите? Вот здесь вот руль остается. Но повторяю, это все настолько незначительно и в пределах нормы, что я думаю, это минусом назвать нельзя. Так, дальше давайте-ка посмотрим видео на YouTube. Как видите, скорость обновления экрана высокая, поэтому при просмотре видео никаких проблем не возникает. Так, дальше предлагаю посмотреть, как выглядит WhatsApp здесь. В WhatsApp все четко и без проблем. Сейчас напишем сообщение. Файлы, графика. Сами видите, все хорошо. Так, ну и на закусочку, наверное, давайте-ка посмотрим, как выглядит у нас на этом экране Сан-Андреас. Я не призываю никого играть в Сан-Андреас на этом экране, но я просто хочу показать вам его возможности. Для этого я запустил эту игру. Есть такое ощутимое торможение, но для Ink это все равно просто фантастика. Как вы видите, картинка такая, что можно вполне пользоваться. Я думаю, все понятно. По наличию NFC информация такая, что NFC у нас тут нет абсолютно. Производитель этого не отрицает. Ну, что делать? Нет, так нет. Так, двигаемся дальше. Осталось озвучить всего несколько вопросов. И первый из них — это олеофобное покрытие. Ну, надо сказать, что на заднем экране олеофобное покрытие есть, и оно весьма неплохое. То есть следы от пальцев не остаются, видимые, жирных разводов нет, и все удаляется очень легко обычной тряпочкой. Что касается переднего экрана, то здесь олеофобка похуже. Отпечатки пальцев остаются при касании, но в то же время они также легко удаляются тряпочкой. Если сравнивать с той же Yota 3 Plus, то у нее олеофобное покрытие на переднем экране намного лучше. Там практически отпечатки не остаются, во всяком случае в моем экземпляре. Дальше у нас по программе громкость динамика. Давайте послушаем. Ну что же, на мой взгляд, динамик в режиме звонка очень громкий. Я бывает даже вздрагиваю от неожиданности. Дальше попробуем громкость в режиме мультимедиа. Ну что же, ребята, вывод будет такой, что динамик у этого аппарата действительно очень громкий.
Последнее, о чем я скажу, наверное, это будет виброотклик. Он здесь довольно-таки мягкий, не резкий, не навязчивый и воспринимается довольно-таки качественно. То есть никаких нареканий у меня лично не вызывает. Несколько слов о удобстве использования. Точнее о том, как он лежит в руке. Несмотря на скользкий металлический корпус, его можно довольно-таки удобно взять довольно-таки цепко. Будет хорошо держаться в руке. Здесь он так вот плотненько упирается уголком. И если не разжимать руку, вряд ли вы его выроните. Но с учетом того, что ни на Алиэкспрессе, ни в нашем российском ритейле сейчас на этот аппарат средств защиты нет просто вообще никаких, я вам советую держать его как можно более крепко. Ну а средства защиты, конечно же, нужны, потому что, несмотря на то, что с двух сторон здесь у нас Gorilla Glass, исцарапать ее не составляет большого труда. Я, если честно, удивлен, что за время съемки этого сюжета я еще не исцарапал стекло. Видимо, я не зря сюда постелил вот эту вот тканевую основу. Собирался проверить родную зарядку, как она работает. Вставляем, подключаем. И подключаем к телефону. Вот зарядка пошла. Сейчас посмотрим, какой ток зарядки покажет EcoBattery. Как видите, почти 2900 мА, это значит, что эта зарядка это действительно Quick Charge, хотя на ней об этом не сказано. Так, ну раз я уже открыл EcoBattery, давайте-ка я вам покажу вычисленную емкость батареи. Вот, я заряжал телефон вчера один раз, и программа мне показала 98% от номинала. С учетом того, что EcoBattery это не самый точный инструмент для измерения, я могу сказать, что производитель заявил мощность батареи совершенно честно. Теперь касательно расхода батареи. Давайте-ка посмотрим. Сейчас у нас 16:45. Батарею я зарядил до 100% вчера в 19:15. Скоро уже практически сутки, как я его использую, и у меня со 100 заряд опустился до 39%. С учетом того, что он у меня всю ночь лежал включенный, без авиационного режима. Я вчера читал, сегодня ездил по навигатору и так далее. Сим-карта вставлена, 4G. Мы можем быть уверены в том, что при полной зарядке на день использования этого смартфона должно хватить. А если мы будем использовать задний экран вместо переднего, то я даже не представляю, насколько вырастет вообще его жизнь на одной зарядке. Я думаю, не меньше, чем в 2,5 раза. Еще такой маленький вопрос, который наверняка очень важен. 4G. К сожалению, сейчас бендов не могу назвать, но я пробовал мегафоны МТС, и на том и другом 4G присутствует. Уровень сигнала хороший, никаких нареканий нет. Ну что же, мне пора заканчивать этот обзор. Я надеюсь, та информация, которую я показал, пригодится кому-либо из вас и поможет сделать свой выбор. Обзор получился такой сумбурный, хаотичный. Все потому, что телефон у меня всего лишь вторые сутки, и я не успел написать такой качественный, подробный сценарий. Что касается самого аппарата, то мне он понравился, я не отказался бы оставить его себе. Я просто уверен, что те из вас, кто решит купить себе этот аппарат, не пожалеют о потраченных деньгах. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, если я что-то не озвучил. Пишите вопросы, я отвечу, может быть что-то досниму, если будет нужно. Всего доброго, до новых встреч!